Всем привет. Всем привет. Приехали мы посмотреть, есть ли в лесу грибы. В лес вообще не стали заезжать, потому что здесь вот какая грязь. Сейчас так сходим пешком, посмотрим. Вот здесь, на нашем любимом месте. Где есть грибы? Но посмотрим, появились они, не появились. На разведку идем. Да. На приоре приехали. Потому что дожди прошли, тепло пошло. Но что-то я не стал здесь рисковать проезжать. Можно было бы вот посюда проехать? Не, хорошо, что мы не полезли, мне кажется. Да? Понятно. Джимми, же вон мягко. Нет, может быть, сюда бы проскочили. Но. А вот обратно бы точно не видели. У нас колеса же действительно летние уже. Угу. Я увидел тюменские новости. Не знаю, конечно, какие там фотографии они так-то могут и прошлогодние выложить. Но там показывали мужчину, что он насобирал много грибов. Это куда пошел-то, Матвей? Вот, иди за мамой. Может, тут змеи вдруг могут быть или еще что. Ну, похоже, нету грибов. Походить по лесу, воздухом подышать свежим. Что там такое происходит? Подождать немного надо, значит. Че, нашла что-то? Вообще даже это, поганок даже нету. Звериные? О, кто-то здесь собрал. Да нет, еще нет грибов. Надо еще, значит, подождать немного. Вот когда сильно тепло пойдет, Но, тогда точно пойдет. ну так-то уже тепло. Надо, чтобы постояло недельку, наверное, да? Тепло. Дождей много было. А грибов нету. Че, пойдем дальше, не пойдем? Дальше. Дальше пойдем. Лесу давно не было. Ваню с Наташей тоже звали в лес. А они сказали, что пойдут на площадку играть. В клуб еще. Короче, что-то они не захотели. Они уже большие ставить, нам им уже интересно. Вот здесь вот мы ходили постоянно. Но Я здесь тоже грибы не. Здесь в прошлом году вообще много было грибов. Животный зайчик. Зачем ты? Это какашки. Это зайчик накакал. Знаешь, что зайчики? Конечно, есть. Мы не встречаем. Не встречаем? Они прячутся. Услышат нас и прячутся. Здесь разные всякие грибы растут. И грузди растут. И подосиновики, подберезовики. Всякие разные. И сыроежки, но... Самый первый тоже это подснежники. Подснежники? Ну сейчас уже все. Сейчас же лето. Подснежников нету. Ваньсбин. За подснежником надо зимой ходить. Весной надо ходить. Зимой? Весной, зимой, когда снег начинает таять. У нас есть в огороде муравейник. Желтый. Угу.
Маленькая попалась. Мама, сколько? Большая. Ой, сзади. Гора. Надо было баночку брать. Вон ведерко можешь складывать. Потом мне порастало, потом плохие что ли были. А потемнело. Тучка. Солнышко закрыло. Потемнело сразу, да? Угу. Увидел, да? О, солнышко. Окей. Очень первый раз вижу Да ладно тебе. в жизни. Ты сколько раз них видел? Много очень. А мам, ты попустила ягодку. Вкусненькая ягодка попалась. Папа, Угу. мне вкусненькая ягодка. Комары. Ягодки. Папа, ты что Из чего? Из съедобного? Не знаю. Все люблю. Приготовила покушать. Поставила картошку вариться, уже скоро сварится. И приготовила все ингредиенты до хлеба. Так, картошка у меня сварилась. Уже остыла, я пока на улицу там ходила. Нам понадобится пачка дрожжей, 1 яйцо, стакан молока, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка сои и 5-6 стаканов муки. Вот, я буду сегодня вот таким стаканчиком измерять муку. Вот так вот. Надо же ее превратить в пюре. Две столовые ложки растительного масла. Вот так. Перемешиваем и еще раз потолчем, чтобы все комочки разошлись. Выливаем стакан молока, яйцо, сахар, соль сюда же и пачку дрожжей. Пачку дрожжей. И все это хорошо перемешиваем.
Вот такой у меня получается. Добавляем. Так, это нам уже не надо. Мука у меня уже тут просеянная, все готовое. Пока 5 добавлю. Включаем. Тесто мое готово. Закрываю его сейчас полотенцем. Закрою его вот так полотенчиком. И оставляем на час. Вчера вечером уже прополола тут помидоры. Все прополола руками, все. Надо их подвязать, уже перевязать некоторые помидорчики. Вот здесь вот наклонилась. Уже надо перевязывать будет. Вот. О, помидорки вон пошли. Какие. Здесь тоже такие вот помидорки. Что я еще видел? А, вот здесь вот такие вот помидоры. Яблоки начинают тоже краснеть. Был, когда сильный ливень, ну, дождики были. Лук тут прополола. Остался немножко, выдерну его и по-новому, наверное, посажу. Потом тут огурцы у меня все погибли. Вот был сильный, когда дожди, и то и мороз был, то еще много-много у кого погибло. Огурцы, говорят, вот так. Вот так вот. Не знаю, что вот здесь вот осталось. Вызовет он, не вызовет. Крепкие, не крепкие будут. А я до этого жила, еще прополола. Может, не надо было проправывать. Может, траве, если они, может, были, может, еще бы нормально были бы. Крыса, ты чья такая пришла к нам, а? Вот пришла вчера и не уходит. Ходит и ходит за мной, как хвостик. Так, тут уже у нас вот ягодки уже краснеют вовсю. Сколько компота начнем делать. Но она еще не такая сладкая. Ну что, ну. Крыжовник тоже начинает краснеть. Нынче вот я его побрызгала немного от гива этой вот крылатским языком. И нормально. Эту подъедаем. Так ходим. Ее мало. Тут тоже крыжовник. Яблоня. Кто-то написал в комментариях, что это ранетка. Нет, это не ранетница, это яблоня такая. Вот такие яблочки. Но у нее будет вот такие где-то яблочки всего. Вот, пускается, бегает за мной как хвостик. Вася. Вот, идем. Выходи. Капусту тут прополола. Вот это, которую я покупала. Уже вот такая большая капуста. Мы с Васей вчера начали уже окучивать картошку. Немножко окучиваем. Вечером потом снова пойдем окучивать. Может, я сейчас, пока у меня тесто поднимается, я немножко пройду. Потом мы с Васей обратно вечером пойдем немножко. Так, помаленьку окучим, успеем. Сейчас подсохнет немножко, я обратно начну все прополовать. Обратно все затягивает. Вот укроп у меня вот такой тут вырез. Редиска повазила. Тоже стал кто-то жрать. Надо ее это золой посыпать. Тут у меня вылезла свекла. Вот она еще не дергается, вот эта вот плетучка. Свекла повылазила. Это я сеяла. Это вот у меня какая-то вот осталась вот здесь морковка. Вот одна. Но я укроп убираю. Эй, крыса, ты не ходи по грядкам меня. Сиди здесь. Здесь сиди. Сиди здесь. Она за мной бегает и все. Это я вот пересеивала уже морковку. И вот
После дождей она вот так вот зашла. Это первая моя морковка, вот такая уже морковка большая. Я ее погорячила в этот раз сразу. И получается, она у меня вот такая вот стала. Это у меня тоже какая-то не первая. Вторая. Получается, один день я эту сеяла, это сеяла немножко. И по порядку там через день как-то сеяла. Засвел горох. Вот так вот уже. Это моя китайская морковка зашла тут. Тоже выросла такая. Вон цвет уже набирает. Вот такие вот у нас дела. Матвеечка посадил вот картошку. Она была маленькая. О, смотри, какая это. Ее уже можно будет окучить. Сейчас сбежаюсь. Ее кошки окружили вон баксиком. Это, он так с ней поиграется. Ой, я первый раз Сережку слышу, чтобы он так этого... Рычал? Угу. Она-то говорит по-человечему. Да. Слазь давай. Слазь. Ну иди сюда. Прыгай, я тебя поймаю. Давай, иди сюда. Мяу. Мяу. У нее глаза такие, это красивые. Да. Такие. На, перчатки. Любительница кошек. Ага. Смотри, говорю, чтобы не поцарапала тебя. Ну иди сюда, я тебя сниму. Иди сюда, я тебя поглажу. Ну поглажу, дети. Смотри, смотри, чтобы не поцарапала. Ручная, домашняя, видно все это. Пойдем туда, за ограду. Не хочет, вон, она ласкаться хочет. Ты себе как пришла? Ну видно, что она, видишь, ухоженная. Ну понятно. Только- Сейчас. Дымчатая такая, да? Угу. Я говорю, такая же, как у матери. У матери же такая же, старая. Мгм. Ну, как она старая? Года 2 ей всего. А может от меня это Молоком пахнет. молоком, наверное, пахнет. Все. Еще одним ртом больше стало. Мы там начали окучивать картошку немножко. Ну, на сегодня, наверное, хватит. Наверное. Ну так, помаленьку. Еще можно редка 2 пройти. Ну, По давай. редку или по редку пройдем. Ну, чтобы это... Интересная такая, да? Угу.
Вся такая. Соседи, наверное, Что там, в смысле? где-то рядом. Иди домой. А то тебе кошки наши это бить будет. Чего они будут ее бить-то? Ласковая какая. Ласково. А я люблю таких кошек почему-то. Вот клякса наша это. Клякса не такая, и фиг погладишь. Это она наш, когда она редко Ага. бывает, чтобы это. Такая интересная, да, пепельная. Водные кошки лучше едят, чем наши кошки. Наши зажрались. Вот котятам тоже им хоть что дать, они все едят. Пусти. Я уже смазала форму. И 2 булки, что ли. Поровну. Решили мы собрать иван-чай, листья. Вот так. Потом их надо помять. А что, пускай с цветами будет? А я не знаю. Говорят, что и цветы тоже засушивают, только их отдельно надо. Ну ладно, там выберем. Палку. Потому что они начали падать. Ну, решили немного засушить иван-чая. Попробовать на пробу. У меня уже там хлеб поднялся. Надо еще их помять будет. И, наверное, на печку, да, куда-нибудь убрать. Ну, на розетку, на печку. Хватит, может. Барсик тут ходит. Чего хватит? Да. Так все собрать, да убрать их вообще отсюда. Или что, как это? Кого тут? Это же и мало. Ты думала, что несколько штук, что ли? Так вот? Да. Так все убирать? Зачем они нужны? Ой, смотри, с корнем выдернулся. Еще убирать можно, выдирать их с корня. Да зачем? Просто Прошлый год почему-то много было, а нынче, да? а тут корова еще съела вот здесь. Ну, здесь корова подъела, почему-то понравился он ей. Как-то так. Поднялся мой хлеб. Сейчас буду ставить его в духовку. Хороший у тебя помощник. Он жует их. Я это хлеб поставила в духовку. Уже. А то как в прошлом году пропадут. Ну. Барсик. А, Барсик, ты как сынок. Ходишь, бегаешь за нами, все. Прошлый год вообще много было, а нынче что-то мало, да? Вот столько собрали иван-чая. Его сейчас надо отжать будет, чтобы он лучше сушился. Будем Ну, пить Ну, зиму. мы так-то не особо любители. Ну, на пробу, Мгм. сказать. Что, кажется, просто вот это что-то болтается как-то, да? Да, это надо открутить. Ну. Это она о том говорит, что мы ее пригнали еще на мойку сегодня. Она ревнует, ага. Скажет, вы взяли нового. Все, теперь я уже не буду работать. Открутим. Посмотрим, что там обломилось. Это. Я думаю, с заслонкой что-то, что ли. С доступом кислорода.
И еще полный бак залил. Сейчас покажу. Не пишу новую. Нормально все. Я даже не знаю, что такое может быть. Короче, непонятно, что с ней. Вроде бы так зрительно все нормально, да? Угу. Наверное, опять карбюратор что-то мозги парит. Свечи могут. А, свеча. Свечи пока свеча-то вот здесь. Я гущусь. Нет, это с кислородом что-то больше. Потому что то она загудит, на газ нажмешь, она глохнет. Или карбюратор, или... Ну точно не свеча. Испекся мой хлебушек. Такой хлебушек получился. Горячий. Пусть остывает. Что-то немножко сегодня прилип. Кажется, смазала хорошо. А что оно вот с этого боку прилип почему-то. Это нормально булочка, а это прилип. Немножко помыл, Почистил. но почистил карбюратор. Фильтр промыл бензинчиком. Сейчас он высохнет, поставлю обратно. Ну все, заработало и нормально. Мгм. Итак, наконец-то одну половину огорода мы окучили. Осталось вот здесь вот немного. Вот здесь вот. Так вот эту большую половину окучили. Земля сырая, тяжело окучивать. Здесь у нас наблюдательница прибилась к нам. Я сегодня рассказывала. Ходит все за Машей. Да? Ну, а все за мной как хвостик. Потому что я ее мамка. Вот. Окучили заодно и пропололи. Ну так, немного было сорняков. Потому что пололи же, да? Да, мы вот хорошо, что до дождей прошлись руками. И оно сорняков не было вообще сказать. Окучили быстро. А так, знаешь, сорняки надо рвать, еще плюс окучивать. Все, можно сказать, уже основную часть завершили. Завтра доделаем там. Ну, там колодца. Там некоторая потом окучена, ее просто надо немножко еще подгрести и все. Так, у нас такое посадбление. Потом тяпка это. На месте. Ой, погодка прекрасная. Где она? А, вон идет за нами. О, даже это, фига я. Мозоль натерла. Нифига ты. Трудовая мозоль. Вот такие перчатки лучше, они толстые. Да, это сегодня неудобно тяпку это взяла. Ладно, подсохнет и грядки надо будет это. Устала. А клякса ее что-то не взлюбила. Кто? Клякса, Саня, с кляксой. Ой, не клякса, кнопка. Кнопка. Собака наша. Кнопка. Она еще беременная, Вообще. породистая. Что за порода? Ты не смотрела, какая порода? Не. Вот, может кто знает, можете написать в комментарии. Если, может, кто потерял, это спрашивайте. Да, Если уже кто, второй день здесь у нас обитает. если кто местный, это спрашивайте. Может ваши? Ну, Скоро у нас тут зоопарк целый будет. я говорю, сколько дом приютов надо будет открывать. Ага. Все как это на магнит бегут сюда. Вчера сидели, разговаривали на веранде там сидели. Под Как раз вот эта кошка и эта собака заглядывает. Ну, офигеть, да. Большая такая черная по звуку-то. Вон они бегут, смотри, ты говоришь, это. А, вон они бегают, ага, собаки. Две собачки, одна рыжая, другая черная, беспризорные какие-то. В новостях читали, что бешенство, я уже забыл какие-то, ну где-то в Амутинском нашем районе, Как это? Русаков Русакова и еще и какой-то. Казанский район.
Ну вот, бешенство обнаружили, там карантин. Так что это опасно, собаки эти. Кнопку мы вообще сейчас это стоит дома закрывать ее. Чтоб не бегала. Вот здесь вначале не косил, потому что думал, корова будет есть. А что-то она не особо ест там. Вот эти. Ну там видно, как сорняки такие растут. И надо будет тоже здесь скосить тогда. Она больше притаптывает, чем ест. Но... Надо только диск железный прицепить, потому что там уже такие нормальные. Мы с колонкой работаем. А мы под музычку тут, да. Весело работается, быстро. Энергии добавляет. Только кошка какая-то писклявая, всё пищит и пищит. Жалуется что-то. Котят, мне кажется, она потеряла. Котят, думаешь, потеряла? Ну, у нее просто эти титьки. А самих-то котят в животе мне Нету. кажется, вон у нее живот какой. Нету там, я Нету смотрела. котят? Они А у мне них- кажется, вон их. А ну, у Крякси так же вот. Да, да. Как будто они сосали, видишь, какие титьки? И у Крякси так же, когда котята ее перестали сосать, молоко у них много там, и они у них потом как твердые становятся, а ей нравится так. Милашка какая. Все, спать игла. Плюшевая такая, шерстка у ней. Плотная такая, плюшевая. Ага. Кто-то сказал. Я сегодня говорила. А, ты сказала? Да. Что ты сказала? Я бы еще кто-то комментарий писал, что это ранетница, а это яблоня у нас. Да, тут вообще большие яблоки. Видел на ней уши какие? Вообще. Они вот такие яблоки где-то. Вот такие где-то вот Да, яблочки. больше еще даже. Больше еще даже. Это вот эти, вот здесь вот такие. А вот это. Что, получается, больше еще? А здесь больше Такие, яблоки. что и получается. Они вообще большие должны быть. Перебрали иван-чай. Здесь одни листочки. Я вот не помню, надо подождать, чтобы они полежали, или сразу же их мять. Я что-то не помню. Ладно, сразу же будем мять. Так, так вот как-то. Мы вообще просто сушили листья. Но говорят, что вот когда так мнешь, там как-то лучше получается. Такие шарики. Они вот так вот делают. Вообще как-то. Так. Только получилось иван-чая. Сейчас будет он у нас сушиться. Чай урожай 2023 года.